Ты! Ты вот, ты хороший человек, и я тебя люблю. Ты вот, бро, а теперь приготовься! This is reaction time! И я ваш пытливый друг Яко-19. И сегодня у нас будет NCT U с треком Baggy Jeans. Мешковатые широкие джинсы. NCT U — группа, дебютировавшая в 2016 году, и это первый саб-юнит от NCT, и единственный юнит, который отличается меньшей попсовостью по сравнению с NCT Dream и NCT 127, если я не ошибаюсь, в названиях. И да, в зависимости от концепта участники в саб-юните периодически меняются, но основная группа с основным лайнапом была сформирована именно в 2016 году с их дебютным треком, название которого я забыл. Тречок попал к нам на канал только благодаря моим Boosty Bro. Это победитель нашего очередного кей-поп голосования. Не забудьте поблагодарить моих Boosty Bro в комментариях за то, что работа попала к нам на канал. Если... Без если... И мы это... Погнали. Если кому интересно, какого хрена я... Какой ролик уже сижу без шапки. Пипец, тут жарко! А я еще и закрываю окна, двери, чтобы шум из улицы нам не портил сессию, да, записи. И просто через 5 минут становится охренеть как душно, поэтому я и отрастил волосы. Погнали! Блин, кстати, фишка, которая очень-очень часто используется, в принципе, в любой кей-поп сфере, скажем так, да, в любой кей-поп работе, вот эти звуки, знаете, не слова, а именно звуки, типа бум-бум, чака-чака, лак-лак, там все дела. И иногда получается так, что сказать. Это используется очень нелепо, но типа просто используется для того, чтобы использовалось, а основная фишка этих фишек заключается в том, чтобы сделать трек более легким для запоминания. Типа, если ты ни хрена не запомнил, особенно если это в основном рэп-лайн, и тебе сложно генерировать текст для самого себя, для того, чтобы повторять этот тречок, ты хотя бы запомнишь эту часть. Типа бум-бум-бум, динь-динь-динь, чак-чак-чак, там все дела. Это ж расплюнуть даже 5-летнему ребенку, наверное. И очень-очень круто, когда это делается вот прям максимально грамотно и максимально уместно по тексту, да, то есть это и в рифму, и по смыслу там все строится, и в темп, в такт попадает, короче, сохраняет грув и добавляет немножко такого кача, скажем так, и у NCT с этим нет проблем. То есть очень многие группы делают это прям шикарно, просто я постоянно забываю это подметить, и вот пришло на ум сейчас у ребят. Break it down, 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 무게 내려둬. 모든 선택은 매번 stereo. You know, no, no, what's in my pocket? 내 주머니 속에 내가 먼저 가지는지. Watch me dripping that. Обалденный кадр, просто посмотрите, как здание танцует на заднем плане. Это было очень круто. И, в принципе, атмосфера картинки охрененная. Вот это закат? Должен быть рассвет, на самом деле. Нет, закат. Нет, рассвет. Да, должен быть рассвет, потому что в таком состоянии солнца там уже должно было все красное быть нахрен. Ну, не суть. Красивый кадр и графика прям зачетная. Но, скорее всего, там фотки, это даже не 3D-модели, но сделано прям очень динамично, очень понравилось. И под
трек прям очень идеально клеилось. По тексту я, само собой, ни хрена не понимаю, поэтому мы после реакта запрыгнем в текст. Но так по эмоциям постараюсь приблизительно прикинуть, про что трек мог быть, пока идей нет. 네 속에 내가 먼저 가지는지 Watch me dripping that 흘러내려 slay In my baggy jeans In my baggy Блин, интересный танец, кстати, он как будто off-beat построен. You know what I mean Baggy jeans Baggy jeans In my baggy jeans Baby, you ain't know what is in my pocket Я что-то до хрена нажимаю на паузу, да? Блин, вот этот момент с baggy jeans, ну сам припев, на таком басу просто разрывном. Это настолько западно звучит. И произношение прям максимально такое американизированное. И в целом конструкция. И то, как это звучит с этим басистым голосом, как это обработано, это прям ах. Несмотря на то, что простота меня должна была смутить, мне нравится. Не из серии типа «я поэтому балдею», это что-то, что полетит в плейлист, но типа оценить качество я вот с радостью. Это реально круто. 태도 대충 거칠고 내가 거는 시리괴 넓은 octagon Lay back 뒤로 그려줘 Блин! Этот момент настолько классно начался. Он ушел в такую яму, и читка настолько вытянула эту... Ну, то есть трек из этой ямы. И настолько наполнила ее, с учетом того, что там минимум звуков, вот прям максимальный минимализм с точки зрения стиля. И это, во-первых, контрастно со всем остальным, что звучало в треке до сих пор. И, во-вторых, очень круто прозвучало. С учетом минимализма наполненность реально поражала. 태도 대충 거칠고 내가 거는 시리괴 넓은 octagon Lay back 뒤로 그려줘 빠르기보다는 flow keep it 24 I go with my team 모두 다 freeze out of way 우린 모두 같이 охрененно было, 걷는 да? we trap Bag it up 담아내 무거워지지 내 주머니 bada bang One more 우린 더 바라지 one more 끝까지 닿길래 One, two, three 가볍게는 몸을 Обалденный прикорус. Чувак, охренеть, у тебя голосище. Джинсы, танцующие без тела. Это прям отсылочка к волшебному миру, или как там мультик назывался? 다시는 숨을 크게 삼켜 I set you free You know I said I want some more How I move 자연스럽게 that's cool Блин, вот эти вокальные линии напоминают что-то старенькое по типу Backstreet Boys, там все дела. Вот здесь ребята прямо очень классно одеты. Такие прям скейтеры-вандалы, знаете, которые оставляют везде граффити нахуй. Блин, кстати, обратите внимание на инструментал вот в этом проигрыше. На мой взгляд, если бы вот это baggy jeans не так часто повторялось, там либо вообще его не было и просто позволили бы насладиться инструментальной частью, было бы даже круче. Прям реально очень круто прозвучало с этим минимализмом. Черт, трек прям реально в моем вкусе, но вот, наверное, все-таки тут чуть-чуть не хватает смысла, по-моему. Хотя я еще в текст не лез, но я почему-то больше чем уверен. И, наверное, чуть-чуть все-таки попсовость превалирует по сравнению с тем, как мне хотелось бы, чтобы это было.
старая партия была просто разрывной. Инструменталка классная прям. Вот этот момент классный. Блин, клип охрененно снят. Это, скорее всего, графончик был, то, как у них одежда менялась. Что-то я какой-то болтливый во время этой реакции был. Нет? Можно я в начало трека мотну? Кого я спрашиваю? Можно? Блин, чувак, это твой канал, ты сидишь перед своим ноутом. Да, что-то какая-то сладость присутствует. Знаете, не хочу, чтобы это прозвучало грубо, скажу так, как я это понимаю, такая немножко плоская сладкость, да, типа просто попса для попсы, да, для того, чтобы разнообразить трек. Получилось круто, однозначно, но вот выбивается немножко из рамок того, что было бы вот прям в моем вкусе. Те партии, которые были в стиле минимализма максимального выполнены, хотя хрен знает, насколько это музыкально правильно звучит, но надеюсь, вы меня поняли. Вот те партии прям максимальный сочный сок для меня, да, и вот ради них я бы хотел добавить тречок, но вот некоторые попсовые моменты слишком попсовые для меня в плане типа, ну, просто для разнообразия добавили, да. Опять же, я могу ошибаться, можете со мной не согласиться. И, в принципе, я уже достаточно сказал про трек. Блин, я хочу еще раз послушать эту рэп-партию на втором куплете. Можно, да? Конечно, можно. Сейчас. Оп. Это, блин, очень классно. Я вырежу этот кусок и добавлю себе на рингтон нахрен. Я в тексты обратно. Ну да, ну типа тут есть какая-то определенная глубина в некоторых строчках, и некоторые строчки прям реально очень круто написаны именно с точки зрения рэпчика, но в основном трек просто про широкие джинсы. Типа, кстати, там строчка была красивая. Бас тянет мои широченные джинсы вниз, да, то есть, ну, бас это самый самый низкий по как его? Черт, я забыл слово, сейчас таким тупым себя чувствую. Вот это пауза хренова. Какого хрена? Я его забыл на всех языках. В принципе, они звучат практически одинаково, но по уровню звука, да? Вот. Самый низкий из звуков, поэтому бас настолько жирный, что он тянет мои джинсы вниз, да? Красивая строчка. А в целом просто про то, что типа мы крутые, нас ничто не остановит, мы будем переть куда захотим, и для нас не существует никаких преград. Плосковато. Ну, то есть ожидаемо, но гораздо глубже, чем я ожидал, на самом деле. Я думал, тут больше будет про, грубо говоря, самолюбование, типа, смотрите, какие мы классные, и так далее. А тут есть какая-никакая философия относительно того, что мы будем переть вперед, и нас ничто не остановит. Круто, чё? Ну, типа, рассматривая это как просто хайп-работу, это слишком круто для просто хайп-работы, да, то есть разнообразие в треке и моменты, которые меня зацепили, их количество прям зашкаливает.
Но рассматривая это как работу в целом, я бы не оценил это слишком высоко. Это круто, это как бы имеет место быть, очень многим слушателям это понравится и, возможно, для некоторых людей станет гимном, особенно для тех, кто обожает носить шаровары, да, как я любил в детстве. Хотя я и сейчас ношу иногда. Ну ладно, не суть. И да, в целом, с учетом того, что тема как бы не широкая, ребята просто написали трек про широкие джинсы, текст написан охрененно, и трек слишком круто звучит для этой темы, согласитесь. Некоторые моменты прям реально очень порадовали. Но в целом, концептуально трек не войдет в список тех, которые я могу назвать прям супер-мега-хитом для себя лично. Однако в рамках попсы и R&B формата в кей-поп индустрии это прям реально очень высоко по уровню. Если вам понравилась моя реакция, не забудьте поставить лайкосик этому видосику, затыкайте там его до смерти, отметьте кнопку подписки как следует, чтобы ей мало не показалось, и пните колокольчик, он это тоже заслужил. Если у меня получилось поднять вам настроение, вы захотите поднять мне его в ответ, угостив меня чем-нибудь, пивасик, шоколадки, сладости, может, я это все люблю. Всем заранее огромное спасибо, ссылочки на то, чтобы это сделать, на Donation Alerts и Boosty в описании данного ролика. И да, не забудьте поблагодарить моих Boosty Bro в комментариях за то, что работа попала к нам на канал, если вы этого еще не сделали. Всем спасибо за просмотр, увидимся снова в следующем арти-ролике.